Твой ход, Вадим. Сколько тут? 22 рубля. Ба, Саша. Вот так честь нашей убогой хижине. Здорово, Григорьев. Рюмку водки. Ну что, какие новости, господа? Самая свежая новость – явление великолепного поручика Григорьева среди неотесанных кавалеристов. Пошел ты к черту. О, видите? Ах, за окном дождь, холод собачий, а он в вицмундире и при сабле. Аптекарь сказывал, каждый вечер 5 блюд. Икра, устрицы. Ай да Саша. А еще ведь недавно стреляться хотел от скуки. Только друг он совсем никудышный. Не чтобы сделать намек старикашке. Мол, есть у меня приятели. Они, конечно, пернатые не моего полета. Но икру и шампанское любят не меньше моего. А я заставляю их гнить в каком-то трактире и пить дешевый портвейн. Это было бы благородно. Так, Вадим? Именно так. Я бы еще на месте поручика притащил бы своим друзьям пару добрых гаван. Пусть порадуются, бедолаги. Ну, это ему и в голову не придет. Ну, Гаван, я вам не обещаю, но парочку хороших папирос. Прошу. Это что такое? Это что такое? Золото. Причем высшей пробы. Не может быть. Да, золото. Был у меня до развода тесть, ювелир. Он мне такие вещи часто показывал. Ну, правда, издалека. И ты надолго запомнил этот чарующий блеск. Рублей 200-300, не меньше. Нашему другу, поручику Григорьеву, в день его ангела, Лера Нина. А как ты умеешь находить таких друзей? Я был уверен, что это позолота. Ну что, может, сыграем? На портсигар. Как вам это нравится? Ну, у богатых свои замашки. Час ночи, а он играть вздумал. Нет, милый, играть мы будем завтра, после обеда, ровно в 5. Ну, мы ведь теперь тебе, конечно, не компания, тебя ведь ждет Стаговский. Роговский. Стаховский. Я и говорю Стаговский. А я вдруг представил, что мы в Петербурге. Идем по Дворцовой. Карет, там, зимний мерцает. И сам император тебе с балкона ручкой машет. Или лучше веник. Позвольте на тур вальса. Ну почему? Рокировка здесь лучше всего. Что вы оглядываетесь? Вам чего-то не хватает? Или кого-то? Нины? Простите, я машинально. Она ведь всегда рядом с вами. Наверное, не хочет нам мешать. Да и шахматы не любит.
Ваш ход. Боюсь, что ваш ферзь попался. Иногда без жертвы не выиграть. Петро, ну що ти за людина така? Вдень спить, уночі спить. От холера. Замовк. Так, у тебе усі гроші вкрадуть з каси. Тепер знов до рюмки тягнеться. Ну як тобі не сумно? То спить, то п'є, без рюмки і години прожити не може. Боже. Черт возьми, Саша, у тебя кроме треф ничего нет. Мои почтения. Здравия желаю. Петро. А вот и господин заседатель. Как всегда, ровно в 5. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и дождище был вчера. Квіти, квіти, гарнесенькі квіти. Спасибо. Саш, ну так нельзя. Как ты ходишь? Ну, долго нам ждать? Твой ход, Григорий. Простите, мне надо отлучиться. Да ну его. Увидел юбку и друзья по боку. Я за него. Нина. Не прикасайтесь ко мне, идите рядом. Хорошо, хорошо. У меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я тебя в окно увидел. Ты меня искала? Куда ты бежишь? Мы же одни, можем поговорить обо всем. Нет-нет, я не могу, меня ждут дома. А зачем ты приехала? Чтобы мимо промчаться и назад? Да погоди ты, дай ты сказать хоть слово. Зачем ты приехала? За вами. Вот он я. Вы обещали быть у нас к обеду. Ага. Значит, тебя послали за мной. Да. И не ты меня хотела видеть, а они. Она. Я тоже, но оставим это, вы все равно не поймете, почему вы не пришли. Я... Просто хотел посидеть с друзьями, сыграть. Да все вы врете. Да, вру. Потому что я хожу в этот дом только из-за тебя, но я не понимаю, я не знаю, как себя вести там. Ты рядом, но тебя нет. Это из-за нее? А мне нужна ты, понимаешь? Только ты. Черт. Голова кругом. Запомни, того, что было, больше не будет. Никогда. Минутная слабость, злость на весь мир. Я не могу, не должна, не имею права. И ты откажись, не ходи, исчезни. Я не могу. Я хочу тебя видеть. Тогда ни слова, ни намека, иначе в дом ни ногой. Ты понял? Да ни черта я не понял. Прощайте. Вас ждут друзья. Подожди. Хорошо, я согласен. Лишь бы тебя видеть. Значит, вы прямо сейчас поедете к нам. Сейчас нет. Дежурство. Я очень прошу вас, господин поручик. Нет, мадемуазель Нина. Сейчас никак невозможно. Прошу у вас прощения и передайте мои извинения господину Стаховскому. Служба. Но завтра вы ведь придете? Приду.
Почему вы вчера не пришли? Понимаете ли, мадемуазель... Полагаю, у вас были особые причины заставить нас ждать. Иначе вы бы хоть позвонили. Только не говорите мне про службу. Нина мне все рассказала. Не верю ни одному ни ее, ни вашему слову. Но полковник действительно вызывал нас на плац. На осмотр ремонтных лошадей. Идемте. Взгляните. Вчера после 4 ни один верховой не появился на плацу. А вы, господин поручик, уже в 4:30 сидели в трактире. Только там, насколько мне известно, никаких лошадей не осматривают. Лера, поверьте... Перестаньте. И нечего мне вас стесняться. Не должна же я тоже лгать, если вы лжете. Я не боюсь правды. Так вот, это я послала к вам Нину. Мне не стыдно признаться. А вы сочиняете всякую ерунду. Разве так можно с друзьями? Лера, послушайте. Перестаньте! Ну почему вы смеетесь надо мной? Ну неужели так сложно сказать правду? Вчера мне не хотелось к вам идти. Я бы нисколько не огорчилась. Или позвонили бы, сказали по телефону. Сегодня я не приду, мне хочется посидеть с друзьями, или у меня свидание с девушкой. Неужели вы считаете меня дурой, неспособной понять, что здоровому взрослому мужчине все это приятнее, чем торчать у инвалидного кресла? Не так уж я и слаба, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Лера, ну что вы... Я знаю, вы с облегчением вздыхаете всякий раз, закрывая за собой дверь. А сами довольны собой. Ведь вы так самоотверженно пожертвовали часок-другой несчастной калеке. Только мне не нужны ваши жертвы и ваша ложь. Мне нужен друг, настоящий друг, и именно об этом я вас просила. Хотите прийти, приходите, не хотите, не надо. Но только честно, без басен. Увезите меня отсюда. Простите, но я должна была вам это сказать. Дайте мне сигарету. Пожалуйста. Что с вами? У вас руки дрожат. Вас так взволновали мои слова. Папа прав. Вы действительно необыкновенный человек. Да-да, папа, знаю. Процедура. А мы с вами выкурим по сигаре. Девочка иногда бывает резка. Вы простите ее. Она сама от этого очень страдает. Да-да, я понимаю. И еще. Я хотел бы вас попросить, вы добрый, отзывчивый человек. Господин советник. Да-да, Дани. Не отрицайте. Меня не обманешь. Несчастье делает людей проницательными. Когда это случилось 5 лет назад, я и подумать не мог, что все так окончится. Вы знаете, я даже не успел испугаться. А как это, извините? Несчастный случай. Подарил кобылу. Само спокойствие. Специально для начинающих. А она сбросила ее на ровном месте. Моя вина. Не нужно так говорить, господин советник. С лошадей падают даже бывалые кавалеристы.
Вы добрый, очень добрый. Но за что Господь Бог покарал ни в чем не повинного ребенка? Доктора здесь побывали. Все знаменитости приезжали, слушали, смотрели, разговаривали, забирали свой гонорар и уезжали. И вот Господь Бог послал нам доктора Долина. Необыкновенный человек. Через 2 дня он приедет к нам. Он раз в месяц приезжает осмотреть девочку. Потом остается ужинать. А о чем вы хотели меня просить? Да, Господи. Конечно. Правда, не знаю. Может быть, это не очень корректно. А, впрочем, еще рано. Прошу вас, обещайте мне, господин поручик, что вы приедете к нам завтра. Хорошо. У вас же назначена партия. Не так ли? Да-да. Желаю удачи. Нина уехала на пару дней в город. Кажется, прибыл ее жених из Польши. Я рада за нее. Я тоже. Ну вот и хорошо. Господи, уже 2,5 часа. Каждый раз забываю, что в этом поезде нет ресторана. Доктор, познакомьтесь, наш друг, поручик Григорьев. Обед господину доктору. Вот славно. Долин. К вам приезжал жених? Кто вам сказал? А впрочем, я сама знаю, кто, но в этом нет никакого секрета. Что вы так смотрите? Я до конца надеялся, что это неправда. Оставьте же это. Оставьте. Что, пожалуйста, водки? А потом были бокальчик вина. У вас, кажется, неплохой такай? Отличнейший, доктор. Ну вот, Фома неверующий.
Не терпится вырвать изо рта у меня драгоценную сигару, чтобы слышать мой отчет. Я не люблю смешивать медицину с обедом. Терпение, уважаемый. Терпение. Что хорошего можно сказать на голодный желудок? Так, приступим. Все идет очень хорошо, она делает упражнения довольно прилично. Я бы сказал, даже лучше, чем в прошлый раз. Но я чувствую, ведь я уверен, что-то произошло. Произошло. Произошло, да, именно. Изменилось. Ну что? Я же не сказал, что изменилось к худшему. Изменилась не картина болезни, а сама девушка. Давайте-ка на чистоту. Вы с вашим вечным нетерпением за время моей отсутствия приглашали другого доктора. Кто-то ее осматривал, лечил. Мое отсутствие. Бог с вами. Клянусь здоровьем, жизнью моего ребенка. Не надо клятв, я вам верю. Знаете, любопытно. Перемена есть. Она налицо. И меня злит, что я не могу понять, в чем ее причина. Ну, в чем она проявилась? В мелочах. Незаметных для непрофессионального глаза. Какое-то сопротивление. Я вдруг почувствовал частичную потерю контакта. Понимаете, при долгом лечении между врачом и пациентом возникает особого рода контакт. Такое живое, пульсирующее. И нарушение этого контакта чувствуешь сразу. Любые сравнения грубы, но я позволю себе одно. Вот вы, поручик, вы же сразу, например, почувствуете, если на вашей лошади кто-нибудь подскачет пару дней. Вы не будете понимать, что произошло, но изменения почувствуете сразу. Верно? Поручик. Ну вот видите. Простите за грубое сравнение. Но доктор и пациент – это как наездник и лошадь. Все, конечно, намного деликатнее, но… Но к худшему состоянию не изменилось? Нет, худшего нет. Может, сопротивление к лучшему. Если сейчас, к примеру, начать новый курс или применить новый метод. Да, вероятно, можно использовать эти взвинченные нервы, этот отпор. Даже нужно использовать, я сказал бы так. Вот. Я понятно вообще выражаюсь? Возможно. Но вот вы сейчас сказали про новый курс. Вот это предоставьте мне. На сегодня все. Я 7 часов утра на ногах. В больнице много тяжелых случаев, так что позвольте откланяться. Как вы так рано нас покидаете? Да, сию же минуту. У меня в вашем городе еще один пациент. И не нужно автомобиля, если прописываю добрую прогулку на свежем воздухе. Очень хорошо. Извините, может быть, господин поручик вас проводит? Да-да, мне тоже пора. Пойдемте? Ну, молодой человек, что же вы молчите? Неужели ни о чем не хотите меня спросить? О чем? Странно, странно. Или друг дома не получил от его обитателя никакого задания? А, вы добровольно покинули уютную гостиную, отказались от автомобиля и наслаждаетесь со мной променадом. Я вас не понимаю. Тем более не понимаю вашего тона. Что вам надо? Да ладно, вы не обижайтесь на старого измотанного врача. Я и вправду устал. Простите. Черт возьми. Второй раз за день ставлю неверный диагноз. Отдых, отдых, отдых. Вот что действительно нужно моим выжатым, как лимон, мозгам. Советник стал просто невыносим. Звонит каждый день, телеграфирует. Эти безумные глаза. Правду, правду, скажите мне правду. Сумасшедший дом — его близкое будущее. Люди жестокие, беспощадные. Вдруг мягчают, добреют. Не жди ничего хорошего. Послушайте, господин Стаховский истинно добрый, великодушный человек. Его тревога вполне объяснима. Добрый, великодушный человек? А вы давно служите в этом городе? 2 месяца. А в доме, как я понимаю, стали бывать не ранее 2 недель. Примерно так. Невероятно.
Невероятно. В этом тесном, как курятник, городе и ничего не слыхали. Ни от местных, ни от ваших товарищей, ни намека, ни слухов о невероятном богатстве советника. Нет, я ни с кем не говорил о господине Стаховском. Потрясающе. Вы необычный человек. Я был уверен, что советник преувеличивает, расписывая мне вашу особу. А знаете, я не верил, что вы ходите в дом из-за этого дурацкого случая с приглашением на танец. Не верил, а потом стали ходить из простого человеческого участия. Так сказать, симпатии. Такого счастья не бывает. А девушка? Я думал, вот хитрый малый, хочет нагреть руки, а вы даже не подозреваете о том, как играют на чувствах ее отца? Нет, теперь я вижу, что это не так. 3-й раз за день ставлю неверный диагноз. Прошу извинить. Если до вас дойдут какие-то слухи, не верьте. Сегодняшний Стаховский очень несчастный, трогательный человек. Прощайте. Господин советник? Простите. Простите меня, господин поручик, за вторжение. Что-нибудь случилось? Нет. Ничего. Я хотел попросить вас об одной услуге. Помните, на балконе? Тогда я не решился. Да, конечно, вы садитесь. Нет, благодарю вас. Вы, конечно, видите, какой замечательный, какой отзывчивый человек доктор Долин. Не обращайте внимания на его грубоватые манеры. Это все внешне. Вы не представляете, какая у него душа. Ведь от девочки все отказались. Только он. Но он мне не говорит всей правды. Обнадеживает, обещает, что девочке станет лучше. Но на все мои вопросы, когда... Он толком не отвечает, понимаете? Да, понимаю. А вам? А что я могу? Вам он скажет. Умоляю вас, Александр Николаевич, спросите его, когда же она, наконец, будет здорова? Я так больше не могу. Это какая-то пытка. Вы спросите? Вы спросите. Вы сделаете это для меня. Конечно, вы не волнуйтесь, это же не сложно. Нет, что вы. Это огромная услуга. Хорошо, когда в следующий раз доктор Долин будет осматривать ее. Нет, не в следующий, а сегодня. Сейчас. Умоляю вас, иначе я сойду с ума. Он сейчас выйдет от пациента, а вы так вот, знаете, пойдете навстречу, случайно, как бы невзначай, и спросите его, когда же она, наконец, будет абсолютно, совершенно здорова, совсем, вообще, и все. Конечно, вы можете отказаться, а вы же не откажетесь. Да нет, конечно. Я не знаю, что из этого выйдет, но я попробую. Вот и хорошо. Надо торопиться, а то он сейчас улизнет. Да. Я догоню его. В сущности, вы правы. Я сказал вам о Стаховском или слишком мало, или слишком много. А все беды в этом мире от половинчатости. Так что придется вам узнать всю правду. Я раззадорил ваше любопытство. В противном случае вы не сможете бывать в этом доме так же запросто, как прежде. А бывать вам в нем хочется, не так ли? Причина то много, не будем перечислять. Послушайте, господин Долин, я встретил вас совершенно случайно. Вышел пройтись на сон грядущий. Я ничего не собирался выяснять. Черт возьми. Стоит мне только подумать о человеке, что вот я встретил непосредственно, искреннего, честного человека, а он тут же мне начинает врать. Господин Долин. Виноват. Вложите вашу саблю в ножны.
Я мне противник. Тем более я вам благодарен. В конце концов, вы облегчили мне задачу. Знаете почему? Потому что я просто хочу, чтобы вы бывали в этом доме. Потому что с вашим появлением что-то, я пока не знаю что, но изменилось. И я понимаю, что не в худшую сторону. Так что давайте-ка я расскажу вам правду. Это же лучше, если вы узнаете от меня, чем от какого-то гнусного сплетника. Идет? Как угодно. Угодно. Ну что так таращите глаза? Черная магия. Знакомьтесь, моя помощница, знахарка Мария. Это в простонародье, по-научному гомеопатка. Я, кстати, тоже приверженец лечения травами. Народ всегда лечился, я сам не без успеха. Мария, ты мне настойчики из зверобоя побольше приготовь. Спасибо, дорогая. Угощайтесь. Успокаивает нервы. Лафит-то что, приятнее? Да не полезнее, небось. Вы мне хотели что-то рассказать? Да-да, барочек, да. Так вот, знакомство со семейством Стаховских не составит вам чести и никак не поможет вашей светской карьере, да в глазах сослуживцев выглядит более чем сомнительно. Так что, если вы ходите по этим причинам в дом, настоятельно рекомендую вам прекратить визиты. Нет, это не так. Вы уверены? Вас, как малоимущего дворянина и младшего офицера, вполне можно понять. Ну, может быть, мне и нравится знакомство с богатым влиятельным домом, но, честное слово, это не единственная причина. Я повторяю, что его богатство и влияние весьма сомнительного происхождения. Да, 20 лет назад никакого землевладельца и промышленника Павла Стаховского не было в помине. А был нищий чиновник Полтавского недоимочного приказа Пашка Стах. Только не думайте, что я ставлю людям в вину бедность и плебейское происхождение. Я ведь сам из них. Из плебса. Другой вопрос, каким способом завоевать мир. Так вот, способы у Павла Стаха были самые, что ни на есть, неприглядные. Крутился среди низкопробных ростовщиков, не брезговал сомнительными сделками, даже подлогами, за один из которых был под судом, да выкрутился. Не может быть. Да может. Ничего не может. Может, но демоническая воля, поистине коммерческий ум заставили прикусить совестливые языки. Сюда он приехал после очередных передач и потихоньку начал сколачивать свое состояние. Но я думаю, не добился бы большого успеха, если бы не блестящая коммерческая операция, которая и сделала из Пашки Стаха Павла Сергеевича Стаховского. А откуда взялось родовое имение? Оттуда же, откуда и дворянство, и титул. Деньги. Деньги, поручик. Деньги. Имение сначала принадлежало взбалмошной старухе, княгине Троицкой. Ну, наконец, она помре. А чтобы как-то досадить своим многочисленным наследникам, все движимое и недвижимое завещала бедной нищей прижалке. Вот ее-то и надул Стах. А несчастная была так наивна, что замучила своего разорителя неистовой благодарностью. Он поначалу даже не понял, просто решил, что сошел с ума. А потом вдруг влюбился в свою же жертву. Вы представляете? Вы можете подумать, что он хитростью завладел наследницей. Нет, в этом браке не было никакого расчета. Имение и все остальное уже было за Стаховским. Он действительно ее любил. Счастливее брака я не встречал никогда. Я с ним познакомился 20 лет назад, когда его жена умирала. Страшнее отчаяния я не встречал. А вы уверены, что в городе знают эту историю? Да, конечно, все знают. А мне рассказывали, потому что были уверены, что и вы все давно знаете. Да нет, я ничего не знал. Да. Я вам рассказал все это не для того, чтобы настроить как-то против Стаховского. Когда вы мне говорили давеча, что благородный, добрый, и после смерти жены и трагедии с дочерью вы были недалеки от истины. И не надо отчаиваться, если жизнь оставляет тебя в дураках. Это даже благодать, когда ты смотришь на мир и людей с доверием. Вы поистине делаете доброе дело.
помогаете несчастному отцу и бедному ребенку. Продолжайте. Я даже не думал об этом. И отлично, что не думали. В этом-то и есть подлинная доброта. Стоит только задуматься над ней, как тут же приходят мысли. А что я из этого буду иметь? Так что оставайтесь, какой есть. Это же... Пейте, пейте. Хорошо будете спать. Мне пора на поезд. Я провожу вас. Излечимо, неизлечимо. Да если хотите знать, ни один порядочный доктор не должен говорить, здоров или болен. Потому что кто знает, где заканчивается здоровье, начинается болезнь. Но ведь вы же достигли какого-то результата. Ничего я не достиг, откуда вы знаете? За все 5 лет только мелкие шашки. Дайте папиросу. Я лечу ее как знахарь. То тем, то этим. Но кардинальных изменений как не было, так и нет. И в этом все горе. Ницше изрек чудовищный афоризм. Не лечи неизлечимое. А я считаю, что только в мучительной попытке врача излечить неизлечимое и есть его, если хотите, при назначении полета. Я не намерен отступать. Пусть даже это будет длиться 15, 20, 30 лет. Медицина идет вперед, и надежда всегда есть. Буквально недавно я прочел в одном парижском журнале об излечении паралича ног. Больной был много десятилетий прикован к постели. А после трехмесячного лечения по методу профессора Вино самостоятельно поднимается на 5-й этаж. Я был сражен. По маленькой заметке мне трудно судить, пригоден ли этот метод нашей больной, но я отправил Вино письмо с просьбой прислать мне все подробности. Может быть, я сказал, может быть. Стало быть, вы считаете, что... Да ничего я не считаю. Ничего не стало быть. Не выбрасывайте на тротуар. Господь Бог не присылает мне легких решений. Чего-то я с вами разболтался. Все, прощайте. Мы вас заждались. Ну давайте, выкладывайте все. А то папа, когда волнуется, может все перепутать. Что я должен выкладывать? И что может перепутать ваш папа? Как что? Он разбудил меня вчера ночью. Была такая страшная гроза, но он мне все рассказал. А сам приплясывал, как мальчишка. Я вначале ничему не поверила, но потом пришла Нина, и мы не спали до самого утра. И вдруг я поняла, что все это правда. Ну давайте, говорите же, наконец, в чем этот новый метод? Ах, метод. Да вы понимаете, я сам не очень-то разобрался. Правда, что пациент этого профессора бегает по лестницам, как сумасшедший? Но меня лестницы мало интересуют. Я начну с верховой езды и танцев. Вы, Александр Николаевич, будете давать мне уроки. Ах, как это все чудесно. Когда он думает начать? Сколько займет времени этот метод? Лера, подождите. Доктор говорил мне об этом методе только в самых общих чертах.
Он, конечно, дает результаты, но только в исключительных случаях, а относительно вас у него нет полной уверенности. Вы просто не знаете доктора, он такой человек. Но если он что-нибудь сказал, значит, знает наверняка. Ах, вы даже не представляете, как у меня хорошо сейчас на душе. Я теперь совсем по-другому буду жить. Вот мы с Ниной решили снова выезжать. Завтра воскресенье. Мы едем на пикник. Осторожно, поручик, не облейте нам платье. Отлично. Я вижу, вы мастер. Спасибо. Как вы ловко пьете шампанское на ходу, господин поручик. А верхом смогли бы? Остановитесь, я хочу помолиться. Что-что? Я хочу помолиться Богу. Стой, Николай! Помогите мне. Я не хочу на костылях. Нина, принеси мне подушку. Хорошо. Оставьте меня одну. Отче наш, еже еси на небесах, да светится имя Ведите нас в искушение, но избави нас от лукавого. Отче наш, еже еси на небесах, да светится имя Твое, царство. Да будет воля Твоя, яко же на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Добрий день, паночка. Это тебе от меня подарок. Ой, це мені? Дуже дякую. Дай вам Боже щастя, панночка. Дай Бог. Дай Бог.